Здравствуйте, меня зовут Алиса Рыжиченко, и я хочу рассказать вам сегодня захватывающую историю, как одна белорусская чиновница разорила предприятие с полувековой историей. И речь пойдет о Наталье Качановой. Историю резкого карьерного взлета простой волейболистки из города Полоцка знают, наверное, все в нашей стране. И, конечно, нам всем хочется верить в чудеса и в то, как Наталья Качанова, обычная, простая женщина из маленького городка, благодаря своим профессиональным достижениям, достигла небывалых высот в политической карьере. Однако факты и свидетельства говорят об обратном. Вначале я хочу рассказать вам небольшую предысторию. Наталья Качанова родилась в городе Полоцке. Во время учебы она отличалась только спортивными достижениями. После окончания школы, опять же, благодаря своим спортивным достижениям, она поступила в Новополоцкий политехнический институт. На сегодняшний день это Полоцкий государственный университет. Документы ее подать туда уговорили только потому, что вузу очень нужны были студенты-спортсмены, которые готовы были пожертвовать своей учебой ради выступления на спортивных соревнованиях за университет. После окончания университета по специальности водоснабжение и канализация Наталья Качанова проигнорировала обязательное распределение в Светлогорск на предприятие «Химволокно» и устроилась диспетчером в Полоцкий водоканал. Во время первого декрета ей предложили работу в системе ЖКХ. Но взлет ее карьеры начался только тогда, когда она пошла работать под крыло самого известного полоцкого чиновника Владимира Точила. А известен он тем, что в 2010 году на него было заведено уголовное дело. Согласно следствию, Владимир Точила незаконно выделил себе и своим родственникам земли на охраняемом ландшафте на прилегающей территории к Спасо-Ефросиньевскому монастырю. Проработав заместителем Точила еще до официальных обвинений, в 2007 году Наталью Качанову неожиданно назначают на пост главы администрации города Новополоцка. И тут не обошлось без посторонней помощи. Жители города Новополоцка утверждают, что эту должность Наталья Качанова получила благодаря одному из самых влиятельных людей в Витебской области – Александру Косинцу, который на тот момент занимал должность вице-премьера. В рамках нашего проекта реабилитации белорусских городов мы наткнулись на историю одного предприятия, которое четко иллюстрирует откатанную схему разорения госпредприятия режимом Лукашенко. Новополоцк, самый молодой город Беларуси, был основан в 1958 году. И уже спустя 4 года в Новополоцке было основано предприятие ОАО «Базис Новополоцк», которое обеспечивало продуктами питания весь город. Спустя 45 лет, в тот момент, когда Наталья Качанова пришла к власти в городе Новополоцк, предприятие не утратило своей мощи. ОАО «Базис Новополоцк» являлось крупнейшим торговым предприятием города. В его состав входило 11 продуктовых магазинов, 6 промтоварных магазинов, ресторан, бар, 2 кафе, рынок, общетоварная и продуктовая база. На предприятии трудились 1250 человек. Именно «Базис Новополоцк» обеспечивал жителей спортивными и детскими товарами, продуктами питания, бытовой химией и бытовой техникой. Но когда администрацию города возглавила Наталья Качанова, к сожалению, все изменилось. Сначала к «Базису» присоединили убыточное предприятие «Горплод-Овощторг». «Базису» удалось выстоять на плаву и погасить долги присоединенного предприятия. Но уже в 2012 году администрация города во главе с Натальей Качановой принимает решение присоединить к «Базису» очередное убыточное предприятие «Веросы», аргументируя это тем, что «Базису» необходимы дополнительные производственные площади. И в этом же году, в 2012, администрация опять во главе с Натальей Качановой принимает решение, что в 9-м микрорайоне города Новополоцка необходимо срочно построить торговый центр с большим продуктовым магазином. И строить этот торговый центр будет никто иной, как ОАО «Базис Новополоцк». Проект был разработан очень быстро.
Стоимость проекта составила 110 миллиардов белорусских рублей, тогда еще не деноминированных. На тот момент эта сумма составляла более 13 миллионов долларов. Согласно проекту, площадь торгового центра составила 7,5 тысяч квадратных метров. То есть, по мнению чиновников, строительство 1 квадратного метра торгового центра стоит 1750 долларов? Недороговато ли? Я очень долго проработала в сфере недвижимости в Беларуси. И с уверенностью могу вам сказать, что стоимость 1 квадратного метра при строительстве торгового центра составляет порядка 600 евро. Прибавим еще 200 евро на отделку. Получаем 800, но никак не 1750. И это прям совсем грубые подсчеты, можно даже сэкономить. Но нет, наши чиновники не привыкли экономить. Утвердить проект – это одно, но построить торговый центр – это уже намного сложнее. На тот момент у Базиса не было денег на строительство. Естественно, откуда деньги, если пришлось присоединить убыточное предприятие и погасить все его долги? На тот момент у Базиса были даже проблемы с расчетами с поставщиками. Но никому не избежать участи лукашенской модернизации. Наталья Качанова, как преданная идеологистка лукашенских методов, настояла на реализации данного проекта. И ОАО «Базис Новополоцк» был вынужден взять огромный кредит на строительство данного торгового центра. Кредит взяли, а строить не начали. Почему? Потому что были постоянные задержки с разрешительной документацией. Казалось бы, администрация сначала настаивает на строительстве торгового центра, а потом не выдает разрешительную документацию. В итоге торговый центр был построен только в 2015 году. К тому моменту Базис Новополоцк уже был почти банкротом. Торговый центр стоял опустевший, никто не хотел арендовать его площади, потому что к тому моменту в микрорайоне уже было построено несколько крупных торговых центров со свободными арендными площадями от крупных сетей Беларуси. Из-за неподъемных выплат по кредиту предприятие лишилось своих оборотных средств. Не могли рассчитаться с поставщиками, а люди, работники предприятия, получали зарплату сертификатами, на которые они могли приобрести только продукты питания в магазинах, в которых они работали. Репутацию крупнейшей торговой сети похоронили вместе с ее потенциалом на развитие. Теперь жители города воспринимали магазины Базиса не как магазин, где можно купить любые товары, а как магазин из 90-х с пустыми полками. Сложно поверить, что директор когда-то прибыльного предприятия Надежда Кнырко не догадывалась, к чему все это приведет. Или она была заодно с главой администрации Новополоцка Натальей Качановой. На фоне сложившейся финансовой ситуации администрация города собралась и начала разрабатывать план экономического оздоровления Базиса. План был простой – продать все имущество Базиса. То есть продать то, что является основой деятельности предприятия. На торги были выставлены все недвижимые объекты предприятия, кроме торгового центра «Глобус» за 110 миллиардов белорусских рублей. После всей этой истории Наталью Качанову назначают главой администрации президента. Опять не без помощи Александра Косинца. Конечно, как и все планы по модернизации, оздоровительный план Базиса провалился. В 2017 году из 52 аукционов состоялось всего 4. Желающих приобрести собственность предприятия не нашлось, а недвижимые объекты, которые стояли заброшенные, просто с каждым днем теряли свою стоимость. По словам заместителя председателя исполкома по инвестициям, когда разрабатывался план оздоровления Базиса, планировалось продать все его объекты Евроторгу. Но к моменту, когда они готовы были реализовать этот план разорения, Евроторг занимал уже 50% рынка Новополоцка, и антимонопольное агентство просто запретило совершать сделки с Евроторгом. После всех несостоявшихся торгов предприятие было вынуждено объявить о банкротстве.
И уже после заявления о банкротстве на продажу был выставлен торговый центр «Глобус». И, конечно же, не за 110 миллиардов белорусских рублей, то есть не за 13 миллионов долларов, а всего за 3,5 миллиона долларов, в 4 раза дешевле. История с продажей имущества ОАО «Базис Новополоцк» продолжалась и после того, как Качанова ушла с поста главы администрации города. По рассказам бывших сотрудников «Базис Новополоцк», которым обещали сохранить их рабочие места и зарплаты, им предлагали уйти на работу в Доброном, Брусничку, в те магазины, в которые арендовали площади бывших магазинов «Базис Новополоцк» или выкупали эти площади. Но, к сожалению, людям не сохраняли их зарплату, им предлагали меньшую зарплату за большее количество часов работы. Поэтому многие из работников оказались просто без работы и вынуждены были отказываться от этих нечеловеческих условий труда. Торговый центр «Глобус» был продан только в конце 2019 года или даже в начале 2020 года. Но самое главное, что арендатором магазина продуктов питания в этом торговом центре на сегодняшний день является магазин «Корона», который принадлежит компании «Табак Инвест», известному бизнесмену Топузидису, которого некоторые называют кошельком Лукашенко. После объявления о банкротстве, конечно, Минский АБ пытался арестовать бывшего директора «Базиса» Надежду Кнырко. Но при помощи ее подруги Натальи Качановой ее очень быстро отпустили. Мне, конечно, не нравится осуждать чиновников за то, что они продвигаются по карьерной лестнице благодаря кому-то или чему-то. Они работают так, как работает вся система. Но давайте оценивать чиновника на основании его достижений на его посту. Так чего же достигла или добилась Наталья Качанова, пока управляла городом Новополоцком на протяжении 9 лет? Улучшила ли она жизнь жителей города? Ответ, конечно, очевиден. Нет. Качанова не только не улучшила жизнь городских жителей, она намеренно, под чутким ее руководством, совместно с директором Надеждой Кнырко довели крупнейшее торговое предприятие с полувековой историей до банкротства и в последующем продали все его имущество, успев при этом заработать огромные деньги при строительстве торгового центра «Глобус». Ведь просто обычному человеку стоит взглянуть на этот торговый центр, и сразу становится ясно, что на торговый центр не были потрачены заявленные деньги. И стоимость 1 квадратного метра при строительстве этого торгового центра стоит намного дешевле, чем $1750. Вместо развития уже существующей торговой сети в городе и противостояния монополистам, они просто взяли и устранили препятствия для монополистов. К сожалению, это одна маленькая история одного небольшого города. И я уверена, что таких историй очень много по нашей стране. И эта лукашенская схема разорения государственных предприятий путем присоединения к ним убыточных предприятий, разработки каких-то инвестиционных проектов или проведения ненужной модернизации с последующим продажей всего имущества предприятия за копейки, она действует, эта система, по всей стране. Причем деньги, которые берутся в кредит этими предприятиями, половина этих денег оседает в карманах чиновников. Но я хочу обратиться к Наталье Качановой и всем другим чиновникам. Раньше вы были обычными коррупционерами. Наказание за коррупцию не такое уж и страшное, а иногда можно даже рассчитывать на полную амнистию, если возместить ущерб. Но наказание за геноцид белорусской нации совсем другое. Сейчас вы подписались под убийство мирных белорусских граждан. На сегодняшний день в белорусских тюрьмах убивают, пытают и доводят до самоубийства самых умных и смелых белорусов только за то, что они не боялись говорить правду. А вы это все покрываете ради того, чтобы один человек в нашей стране сохранил свою власть. Спасибо, что смотрите наш канал. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И мы дальше будем рассказывать вам о реальной экономической ситуации в нашей стране.